Всем привет! Меня зовут Ксюша, я мастер по нанесению декоративной штукатурки. В этом видео я покажу вам, как делался этот образец. Для начала посмотрим, какой инструмент и какие материалы я буду использовать. Первый этап – это у нас подготовка поверхности и грунтование. Перед началом работ закройте все, что нужно, пленкой и проклейте малярным скотчем необходимые места. Только после этого начинайте наносить грунт. Для нанесения грунтовочного слоя я буду использовать маленький валик и ванночку. На большей стене лучше использовать широкий валик, это сэкономит вам время. Грунт у нас будет фирмы Винсент, Сокуш. Все эти инструменты помогут нам для выполнения первого этапа, но не лишним будет и дополнительный источник освещения. Хороший свет поможет избавиться от непрокрасов и лишних проблем при работе. На объектах обычно я использую этот фонарик в связке с маленьким светодиодным. Далее второй этап – нанесение фактурной штукатурки. Я буду использовать пластику фирмы Розетти. Это мелкофактурный материал, который предназначен для внутренних работ, для помещений с умеренной влажностью. Наносить я штукатурку буду венецианской кельмой и шпателем. На объектах в труднодоступных местах я использую мастихин. С помощью этих инструментов создается фактура. Третий этап – это нанесение защитного слоя. Для этого я буду использовать тайку. Нанесу ее валиком. А резиновым скребком я буду убирать излишки лазури, оставшиеся после валика. Во время работы мы очищаем скребок влажной тряпкой. Инструменты и материалы мы подготовили. Приступим к работе. Берем валик, ванночку с грунтом и погнали. Начинаем наносить грунтовку с левого угла, если вы правша, и двигаясь в правую сторону. Я закончила наносить грунт. Нужно будет подождать, пока он высохнет. После приступать к нанесению фактурного слоя. Грунт выпит, кофе высохло. Поехали дальше. Начинаем наносить штукатурку по горизонтали, то есть в одну сторону и в другую, слегка двигаясь либо вниз, либо в сторону. Стараемся не сильно отрывать, то есть как бы больше протягивать. Набираем нужное количество материала. Опять также приставляем поверхность и растягиваем в одну сторону и в другую сторону. И на большой стене тоже делается примерно метр квадратный. Декорируете и переходите на следующий. Материал сохнет достаточно быстро, то есть подсыхание у него происходит в течение 15-20 минут на поверхности. Поэтому ничего страшного, что вы будете возвращаться. Штукатурка нанесена. Теперь нужно будет подождать ее полного высыхания. А после нанесем защитный слой.
Переливаем тайку в ванночку. Наносить я ее буду с помощью валика, а скребком сгонять лазурь в углубление фактуры. Это подчеркнет контуры рельефа, которые сейчас практически не видны, и придаст поверхности законченный вид. Наносим лазурь на всю поверхность. Желательно это делать быстро, разделяя площадь на небольшие квадраты, примерно метр на метр. Стараемся прокрасить все более-менее равномерно. Теперь мы берем скребок и начинаем убирать излишки с верхушек. Делаю это все достаточно быстро. Продолжаем убирать излишки. Двигаемся в одну и в другую сторону. Образец получился интересный. Лазурь заполнила углубление фактурного слоя и подчеркнула рельеф. Структура поверхности напоминает природный камень. Сочетание цветов удачное. Плавные переходы от теплого персикового к фиолетовому смотрятся гармонично. Тайка придала поверхности перламутровый блеск. Он усиливается в углублениях. Такой вариант хорошо подойдет для коридора или лоджии. Этот вид нанесения достаточно прост. Немного потренировавшись, вы сможете его повторить. На этом все. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте ваши комментарии, а я побежала делать для вас новое видео.